Друзья, сегодня, 15 сентября, в 19 часов открытие выставки «Современный русский импрессионизм». Приглашаю на открытие. Это мощное собрание импрессионистов современных российских. Я уверен, что это будет познавательно, и вы получите удовольствие. Приходите. Саша Бойченко вспомнил, что когда-то покупал пастель и увидел недостатки в живописи. Смена материала дает свежий новый взгляд. Как, кстати, и смена географическая. Побывал, например, на севере, а потом резко на море, а потом в средней полосе. Это дает такой заряд, ты ощущаешь себя живым, смена впечатлений будоражит ум, сознание, хочется многое сказать, запечатлеть. И согласен с Сашей Бойченко, что нужно постоянно менять материалы. Именно поэтому, когда я езжу на наброски, я какое-то время уделяю, например, темпере, потом переключаюсь на карандаш, какое-то время, ну, например, месяц, потом на акварель, на масло, гуашь, пастель, смешанные техники. Это все дает... Да, форматы еще, кстати. Вот ты привыкаешь, например, А3, а потом резко берешь А4, а потом еще больше. То есть, чтобы сбить вот эти вот шаблоны, привычки к тому, чтобы развивалась большая широта и умение, навыки в рисунке и во владении разными материалами, разными техниками в разных форматах. Это дает большую широту. И ты движешься к мастерству. Так что я за новые форматы, безусловно. Более того, для того, чтобы делать выставку, вот ты формируешь, это не обязательно одного большого формата живописные полотна. Чем больше разницы, графика, маленькие, разные форматы, разные техники дают некую многогранность, широту. Художник показывает себя ярче в разных техниках, в разных форматах. Это очень здорово, я только за это. Лена Мацки в США вместо резинового клея использует клей Yes. Мне посоветовали его в колледже, когда надо было приклеить случайно подвернувшуюся на обычной картонке работу к дощечке, чтобы придать ей более солидный вид. Только клей нас учили наносить на каждую поверхность, это правильно, а потом дать просохнуть, кстати, а потом их соединить и класть на сутки под пресс. Прекрасно. Очень хороший клей, всегда есть на Амазоне. У меня скопилось много старых работ, на которые страшно смотреть. Хочу их записать, но одно смущает. На некоторых я делала поверх несколько толстых, как мне тогда казалось, эффектных мазков. Они засохли в твердую корку. Ну это да, масло засохло, это смерть. Что с ними делать? Соскоблить? Нет, Лена, соскоблить не получится, можно до дырки, просто вместе с, если это на картонке, прям до картонки сдерешь. Или уже все пропало, и остается только выкинуть картонку. Я один такой холст уже выкинула, где корок было слишком много, но есть работы, где таких мазков немного. Как их удалить? Удалить, Лена, не удастся. Можно просто попробовать, если есть такая машинка, такой, которая с наждачной шкуркой, с лентой. Вот она может какую-то часть этого мазка соскоблить, счистить и потом писать. Протерев это либо чесноком, либо ретушным лаком, домарным лаком, в конце концов. То есть не соскабливать это ножом-мастихином, а все-таки вот как-то шлифануть, зашлифовать. Попробуй так. А писать на старых холстах или картонках – это одно удовольствие. Я всех понимаю, кто это любит. Любители ас. В одном большом пятне могут быть и теплые, и холодные оттенки. К примеру, в холодноватой, голубой тени теплые оттенки, такие как охристый, оранжевый, могут присутствовать. Вопрос. Конечно, а почему же нет? Так это и есть контраст, на этом можно построить работу. А в освещенной солнцем горячей поверхности светлые по тону, но холодные оттенки класть нужно? Или холодное, и в нем только холодное, теплое, и в нем только теплое?
вы в малых форматах пишете без нюансов тепло-холодности. Ну почему же? Просто все сложнее. Но вот есть, например, горячий оттенок. Просто прищурьтесь. Вы увидите, что он мощный, горячий. Тут не очень-то уместно класть холод. А вот здесь из окна идет некоторые холодные, холодноватые. Вот мыслить надо теплее, холоднее. То есть все это теплое, но есть холодноватые места. Поэтому вот эти нюансы здесь вы просто разрабатываете это пятно с нюансировкой, сохраняя тональность. То есть могут быть вы же видите эту холодноватость. Богатство в живописи – это именно, она и состоит из того, что вы насыщаете нюансами тепло-холодных, различных включений, отношений вот этих сложной живописи. Каждый мазок – это новая краска, добавленная в тон, который вы замесили. Вот замесили общий тон, увидели холодный, чуть-чуть холоднее, чуть-чуть в тоне изменили, и это уже создает богатство живописи. Пробуйте. Даже в этот горячий мазок, вы можете включить какие-то составляющие, красные, я не знаю, зеленые, чуть-чуть, но основная масса мазка пусть работает как горячая, в которой есть включения различные. Это очень интересно. То есть вы поймали эту горячесть, вы ее увидели. Но вы можете увидеть еще, логика какая, еще какая-то там зеленый, например, дает рефлекс. Ну дайте зеленый чуть-чуть в этот же замес. Желтое, красное, голубое, по чуть-чуть, только обогатит эту горячесть. Ну а пусть она сохранится. Но мазок будет наполнен различными включениями. Это импрессионизм. В этом смысле каждый мазок имеет ценность. Я не устаю об этом говорить, повторять на классах, когда мы пишем живьем. То есть, если он не удался, ты его счищаешь и делаешь по новой. Ну, можно много раз так делать. Любитель ас, скажите, пожалуйста, а с какой целью вы поменяли на фигуре местами освещенную часть с теневой? Это творческая выдумка ради чего-то? Или вы показали, к чему нам надо стремиться? Я всегда стремлюсь к некому разделению. Ну хорошо, опять та же ситуация. Теплая, холодноватая. Тоже теплая, но специально поменял свет, чтобы была ясность. То есть более холодная, очевидно, что теплая. Если мы это разделяем, в принципе, мы можем вообще поменять все местами. То есть это и это два плана. Разделив их, мы можем, я не знаю, это холодным сделать, а это теплым. В принципе, можем же. Либо, ничего не меняя, вот эту теплоту оставляем, но в тоне, изменив это плотнее, а это легче. Можем? В наброске. Если мы видим разницу больших пятен, разделение дает нам большую свободу, и мы просто, купаясь в этой свободе, приобретаем новый творческий навык. Попробуйте. Предлагаю вам 44-й урок в моей онлайн-школе «Обнаженная темперой». Главное в этом уроке – научиться структурно мыслить. Поэтому сначала мы разбираем структуру фигуры в пространстве, положение ее всех частей по отношению друг к другу, и как это все закомпоновать и выстроить на плоскости листа бумаги. Есть грудная клетка, на которую потом красота наложена, на нее, чтобы она прочитывалась. Поняв структуру, мы начинаем работать красками, цветом. Мы начинаем лепить форму, разделяя ее на свет и тень. В этом видео вы увидите приемы, которые позволят вам работать с формой, с любой формой, не только обнаженной, любым абсолютно материалом, маслом, акварелью, неважно чем. Такой структурный подход в живописи дает ощущение легкости в работе и отсутствие страха перед любой моделью. И еще одна деталь. В этом уроке я применяю помимо темперы пастель и цветные карандаши.
Мне очень нравится сочетание этих материалов. 44-й урок «Обнаженная». Удачи в живописи!